Всем привет! В данном видео поговорим о том, что можно сделать в домашних условиях своими руками, если стиральная машина не набирает воду. Если это случилось при включенной стиралке, во время стирки может быть такое, что завис блок управления. Что мы делаем? Выключаем стиральную машину при помощи кнопки, затем с розетки. Ждем 5 минут и включаем обратно. Если происходит то же самое, все равно воды не набирает стиральная машина, делаем следующую проверку. Теперь откручиваем шланг от стиральной машины для подачи воды и проверяем, есть ли в системе вода. После того, как отключили шланг от стиральной машины, открываем кран в водяной системе и смотрим, есть ли вода, есть ли давление в системе и так далее. Вода должна быть под давлением, так как стиральная машина не имеет вмонтированного никакого дополнительного насоса. Как видим, вода текет прекрасно и давление также есть. Итак, если у вас вода течет вот так, очень слабо, что мы делаем? Откручиваем от главного краника подачи воды шланг, первичную муфту. И на первичной муфте часто устанавливаются фильтра. Бывают просто вот такие сеточки установленные. Их просто выбираешь вот так и чистишь. А еще бывают вот такие фильтра на первичной муфте устанавливаются. И они извлекаются вот таким принципом. И выглядят вот так. Также они засоряются. И уже давления не будет достаточного, и стиральная машина не будет набирать воду. Или будет набирать очень-очень медленно. Итак, если все в порядке с первичной муфтой и с фильтрами и с давлением, то смотрим дальше. На подключение муфт на самой стиральной машине. Здесь также бывают фильтра. Вот так бывает установлен, а бывает устанавливается вот так очень глубоко. Также данный фильтр бывает забивается до такой степени, что стиральная машина уже набрать воды не может, так как фильтр не пропускает воду. Если здесь почистили и все в порядке, и все равно не набирает стиральная машина воду, тогда делаем следующую проверку. Откручиваем вот эти два болта с задней части стиральной машины и снимаем верхнюю крышку стиральной машины. Дальше делаем вот такие движения, подтягиваем крышку на себя и поднимаем вверх. Вот и все. Крышка снята. И у нас появляется вот такая картина. Стиралка включена, программа задана. Как видим, клапана не срабатывают. Обычно, если стиралка рабочая, все в порядке, включаешь, задаешь программу стирки, клапана щелк и открылись. Вода через эти шланги попадает сюда и дальше в саму стиралку. Итак, берем индикаторную отвертку, она полностью изолирована, и снимаем фишку с электромагнитного клапана. Если электромагнитный клапан в порядке, рабочий, он просто закроется. И в таком случае он должен щелкнуть. Смотрим, стараемся не коснуться, где нету изоляции и так далее. Как видим, никакого звука не выдает электромагнитный клапан. Когда мы защелкиваем, он должен сработать. Также не срабатывает. Это первое, что можем мы проверить. Как видим, на эти электромагнитные клапана даже не приходит плюс, так как при помощи индикатора можно это проверить. Как видим, плюс не приходит. Итак, как проверить электромагнитный клапан трехконтактный? Вот такой. Чаще всего бывает центральный контакт данного электромагнитного клапана, это плюс. Если смотреть, так как я смотрю сейчас на стиральную машину, то правый контакт это минус вот этого электромагнитного клапана. Если с левой стороны смотреть на контакт вот этот, это минус электромагнитного клапана вот этого. Теперь что надо сделать, чтобы его проверить? Берем простую вилку, вот такую, и будем включать в 220 вольт. На конце вилки я подключил
плюсовому проводу вот такой крокодильчик. К минусовому проводу лампочку. Видите? Включаем теперь в сеть вилку. Итак, включили. При помощи индикатора проверяем, или точно это плюс. Как видим, это 100% плюс. Теперь выключаем вилку с розетки. Выключили. Подключаем данный крокодильчик к среднему контакту электромагнитного клапана к плюсу. Вот так. Следующий провод минусовой подключенный к лампочке. И через спиральку лампочки идет питание минуса на вот этот провод. Лампочку подключил для того, чтобы лампочка работала нам как предохранитель, чтобы не сжечь данный клапан. Если я теперь дотронусь к плюсу вот этому, то лампочка будет гореть. Видите? Если я теперь минусом дотронусь к правому контакту, должен сработать вот этот электромагнитный клапан, если он рабочий. Все делаем очень внимательно и осторожно. Как слышим, открывается и срабатывает вот этот электромагнитный клапан. Если мы подадим минус на левую сторону этого разъема, слышим по звуку, что срабатывает вот этот электромагнитный клапан. Если у вас стоят клапана вот такие, двухконтактные, их проверить еще проще. Выключаем вилку с питания, подключаем плюсовой наш щуп на один контакт. Здесь нету разницы плюс-минус где. Смотрим, питание есть, и минус подаем на другой контакт. Как видите, клапан рабочий. И вот таким принципом можно определить, какой клапан плохой и не открывается и не подает воду. Вот эти два провода желтые внизу где, они связанные вот с этим датчиком уровня воды. Так как он определяет, сколько воды набралось в стиральную машину, и как только набралась норма воды, он срабатывает и дает сигнал вот на этот контакт, и здесь теряет питание данные клапана. Смотрите, на данной стиралке дело все не в самих электромагнитных клапанах, а в проводке и в контактных группах. Нижнее подключение и контактная группа и проводка исправная. Верхняя контактная группа состоит из 3 проводов. Она неисправная. Смотрите, я уже нашел причину, почему не набирает стиральная воду. Слышите? Электромагнитные клапана исправные, дело все в проводке и в самой фишке подключения. Если у вас все здесь исправно, еще может быть такая причина, по которой не будет набирать стиральная машина воду. Это когда вышел из строя датчик уровня воды. Как определить, что данный датчик неисправный? Во-первых, шланг вот этот должен быть чистый и продуваться ртом. Воздух проходить, так сказать. Если смотреть снизу стиральной машины, то вот этот шланг от датчика уровня воды, он подключается к самой стиралке, к этой емкости, где вся происходит стирка одежды. Здесь должно быть все чисто. Подключаем обратно. Отверстие, вот это, должно быть также чистое. Визуально датчик должен быть не поврежден, не сгоревший и так далее, не обгоревший. Больше лучше ничего самим не делать, так как можем еще навредить, если в электронике не понимаем. Если здесь все чисто, шланг, отверстие и так далее, можно еще проверить, в каком состоянии тен. Если тен перегорит, сгорит, не будет рабочий, также не будет стиральная машина набирать воду. Тен находится в задней части стиральной машины под вот этой обслуживающей крышкой. Откручиваем пару винтиков и снимаем крышку. Вот здесь находится тен. К тену подключается 2 провода, это питание, заземление, 3-й провод, и 2 вот эти желтенькие провода, это к датчику
температуры. Он определяет, до какой степени нагрелся тен, а также и вода. Теперь отключаем вот эти две фишки, через которые подключается питание к нашему тену. Если нужно снять тен, откручиваем вот эту гаечку и вытягиваем его. Сейчас просто мы подключим вот таким принципом тен и убедимся, он рабочий или нет. Опять же берем нашу лампочку, ту же самую, подключаем крокодильчик к одному контакту. Включили вилку в сеть 220 вольт, смотрим, есть ли питание. Как видим, питание есть. Если тен рабочий, лампочка загорится. Как видим, лампочка загорелась, значит тен рабочий. Все, значит здесь причины нету и все в порядке. Практически сделали мы все возможные проверки, которые можно выполнить в домашних условиях. Если и сейчас воду не набирает стиральная машина, скорее всего проблема будет таиться в электронном блоке управления стиральной машиной. Электронный блок в некоторых случаях можно проверить при помощи уже специалиста, электрика по электронной части. А в некоторых случаях уже стиралка идет на свалку. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.